Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня мы погадаем с вами и проведем общий расклад Таро для мужчин и для женщин на судьбу, на ближайшее будущее. О чем вам срочно хотят передать высшие силы через карты Таро. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни и в ближайшие, давайте, до 30 минут. Не будем затягивать, мы посмотрим знаки судьбы, что было, что есть, что будет. Давайте начнем с того, что было в вашей судьбе. 5 важных знаков судьбы в вашей жизни, которые были, да. Может быть, эти знаки и характеризуют вас как того человека, который пришел на расклад. Давайте посмотрим, откроем. Итак, на раскладе, скорее всего, женщина. Женщина красивая, женщина сильная, женщина, скорее всего, и с детьми, может быть. Если мужчина на раскладе, то он ищет себе аналогичную женщину, о которой я уже сказал только что. Но, тем не менее, на раскладе, скорее всего, женщина Телец, Дева или Козерог, которая для которой актуально здоровье, деньги, семья, дети. То есть такое женщина в поиске женского счастья, а если мужчина, то ищущий подходящую партнершу, подходящую женщину, для того же самого, да. Так, здесь у нас есть мир. По аркану мир. Но женщина ищет какой-то выход, ищет способ решения вопроса. Может быть, с кем-то помириться. Видите, как телец, да, лег на тельца, нашелся случайно. Может быть, помириться, может быть, женщина ищет способ примирения, решения проблемы какой-то, похода, перехода, переезда, или способ, может быть, даже оплодотворения здесь, или беременная женщина, может быть, да. То есть аспект беременности, рождения на первом месте, и решение какой-то, может быть, и проблемы, а может быть, какого-то важного вопроса. Вот такое пока что идет. Окей. Давайте смотреть дальше. Шестерка кубков. Смотрите. На раскладе женщина, для которой, возможно, важно родить ребенка, либо важно решение вопроса с ребенком, с дочерью, с сыном, может быть, с внуками, может быть, ждущая в процессе беременности, может быть, женщина, которая много посвятила себя детям, ухаживанию за кем-то. А если мужчина, то он ищет вот такую женщину, с которой можно было бы создать семью и, возможно, даже ухаживать за детьми. Так, и опять жрица здесь. Жрица может говорить о серьезных проблемах, да, вот то, что я говорил, решить какой-то серьезный вопрос. То есть женщине нужно решить серьезный вопрос. Но этот серьезный вопрос, он опять связан с рождением, с беременностью и с детьми. У женщины могут быть какие-то наследственные вопросы. Я пока не говорю проблемы, а вопросы, связанные с мамой, с бабушкой. То есть на раскладе может быть женщина, у которой есть вопросы к родовой программе. И может быть какие-то нюансы при воспитании. Например, либо мама была очень хорошая, ее теперь не хватает. Либо наоборот была мама не очень хорошая и не хватает внимания, да, и соответственно проживается сценарий, где женщина не получает того же внимания, например, от мужчины, как вариант. Либо есть какая-то негативная родовая программа, либо из-за того, что есть негативная родовая программа, есть какие-то проблемы, и с детьми, вопросы с детьми, да, например, дети есть, но с детьми не налажен контакт или разорвана связь, да, разорван контакт, так тоже можно. Окей.
То есть, есть вот что-то, какая-то тайна, да, по роду, как минимум. Может ли это быть магия? Может, посмотрим. Мы сегодня без диагностики проведем чуть позже. Так, смотрите, на раскладе женщина, которая имеет какую-то серьезную проблему с прошлым, и она либо не может ее забыть, либо не может выйти из этой проблемы. Вот это выход, она ищет выход, видите, как я говорил. И оно связано с мамой, с бабушкой, с родителями и с детьми. Вот такое вот. Если на раскладе мужчина, то на раскладе мужчина, который либо тоскует по маме, да, по бабушке, да, либо был обделен, обижен чем-то, да. Скорее всего, тоскует по маме, по бабушке. И на раскладе мужчина, который давно ищет и не может найти себе подходящую женщину для совместной семейной жизни. Окей. Давайте посмотрим. Императрица. Здесь больше знак про здоровье. И я хочу спросить у высших сил. Что хотят передать вам высшие силы относительно вашего здоровья? Все-таки проверим здоровье. Не деньги, а здоровье пока что. Знаете, здесь Верховный Жрец. Верховный Жрец – это не только наука, это еще и консультация. Я бы рекомендовал вам аспект здоровья рассмотреть через консультацию с человеком, который компетентен в этом вопросе. То есть вам нужен специалист, который бы вас обследовал. То есть, карты рекомендуют вам проходить какие-то обследования, изучать свое здоровье и контролировать состояние вашего здоровья. То есть, однозначно ваше здоровье требует пристального внимания и изучения. Если у вас стоит, например, выбор между специалистом, мужчиной и женщиной. Да, вот ко мне часто обращаются за персональными консультациями. И, например, ситуация такая. Вот есть доктор-женщина и доктор-мужчина, да, или хирург мужчина-женщина. Вот здесь лучше, чтобы это был мужчина в каком-то конкретном случае. Хорошо. Давайте посмотрим следующий знак. Какой выход будет из сложившейся ситуации? Ситуация может быть у вас абсолютно любая. И здесь будет карта, которая будет символизировать совет вам для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, с минимальными потерями или с максимальной выгодой для вас. Значит, карты советуют вам действовать так, как хотите и желаете вы. То есть для того, чтобы ситуация была для вас как можно выгоднее, да, чтобы решилось все к лучшему. Вот делайте, как считаете нужным и как вы изначально планировали. Например, у вас было первое желание, например, вот так поступить. Вот поступайте так, как было с самого начала, как вам нужно было, как вы хотели этого. Потом, возможно, вам начал кто-то советовать, может быть, учить вас, повлиял на вас кто-то. Да? То есть сторонние влияния должны отойти назад, на второй план, и ваше видение ситуации, оно главное в вашем случае. Хорошо. Помнит ли о вас загаданный человек? Вспоминает ли вас загаданный человек? Сейчас настройтесь на человека, с которым у вас были какие-то позитивные моменты в жизни, да, и вы, может быть, скучаете по этому человеку или вспоминаете что-то хорошее. Скучает или вспоминает вас? Да, скучает, вспоминает, то есть держит, может быть, даже свою фотографию, точнее, вашу фотографию. Это, скорее всего, женщина. Вот. И если эта женщина в другом мире, да, в мире потустороннем, то она имеет с вами связь в материальном мире. То есть, может, у вас ее фотография есть. То есть, да, особенно если это женщина, и особенно если женщина земной стихии, телец, Козерог или Дева. Может быть, это фотография, или вас объединяет, или сад объединяет, да, что-то хорошее. Может быть, вас объединяют дети, может, это ваша родственница. То есть, да,
скучает, вспоминает и, может быть, даже как-то в материальном мире, если речь идет о загробном мире, да, дает вам какие-то месседжи, подпитку и, может быть, где-то помощь. Да. Чего вы не знаете или какие энергии влияют на вас сейчас? Особенно родовые программы. То есть, давайте так, у вас энергии позитивные, в том числе родовые программы, или не очень? Тут оно может быть и так, и так. Если у вас, вы чувствуете, что, допустим, какая-то женщина является для вас ангелом-хранителем, мама или бабушка, может быть, сестра, может быть, дочь, да, тогда это позитивные энергии. Если вы чувствуете, что есть в вашем окружении некая женщина, особенно телец, дева, козерог, овен и скорпион, и что от этой женщины может на вас распространяться магия или какие-то негативные влияния, от чего у вас есть проблемы со здоровьем, с деньгами и с детьми, здоровье, деньги, дети, может быть с мужчиной, может быть с мужем, тогда это влияние может быть негативная магия. Поэтому здесь вот в этом случае тогда лучше проверять индивидуально. Еще раз повторюсь, мы сегодня не делаем диагностику. Давайте посмотрим, какая тоска из прошлого или какая негативная энергия прошлого все-таки до сих пор продолжает на вас влиять. Да? Такая вот, видите, карта, она у вас в будущее переходит, да, и не дает вам активно идти. Она как будто бы, знаете, закрывает вам дорогу. Первые 3 карты у вас хорошие, вы как бы стремитесь открыть дорогу, стремитесь решить проблему, да, то есть двигаться вперед. Но вот начиная где-то с вот этой карты, вот здесь плавная остановка идет, отброс к прошлому, откат к прошлому. Здесь закрытая дверь, а здесь прямо деградация развития, да, идет, особенно эмоционально. Что за энергия такая? Смотрите, здесь вы действительно не можете идти вперед, и это связано с вашим родственником, с вашей мамой или с вашими детьми. С вашим родом, может быть, с сыном в том числе. То есть, что это за энергия? Это энергия рода, рак. Да? Рак – это родовые программы. Именно от родственников. Поэтому здесь вот то, что я предположил, что если у вас, вы чувствуете, что есть какая-то негативная родовая программа, она вас будет направлять по тем сценариям, в которых вы находитесь, возможно, сейчас, и о которых мы тут прямо или косвенно видим на картах. Да? Давайте посмотрим. Если для вас актуальна женитьба или замужество, да, неважно, кто вы, да, мужчина, женщина, будет ли у вас брак, да, союз с мужчиной и женщиной? Да, возможно. И опять смотрите, это и семья, и счастье, но это все равно как бы родственные связи, видите? То есть сценарий родовых программ здесь опять прослеживается. Материнская линия на первом месте, может быть и отцовская. Но тут уже смотрите, опять-таки, у кого какие родовые программы. У кого бывает по маме родовые программы, у кого по папе. А бывает и комбинация, да, объединения. Какие планы вам лучше реализовывать в первую очередь? Вам нужно заканчивать какую-то кармическую работу или кармическую отработку. Вам нужно развязывать кармический узел, но ваши родовые программы негативные могут создавать эти кармические узлы. Поэтому здесь вам нужно заканчивать как с негативной родовой программой, так и с развязкой кармического узла. Так карты вам прямо и советуют. Окей, давайте посмотрим, как у вас будут обстоять дела с вашим финансовым каналом. Проверим даму Пентаклей. Смотрите, если вы будете бороться за свои деньги, то у вас есть шанс, что финканал у вас или финансовая ситуация у вас изменится к лучшему. Если не будете бороться, тогда вы, скорее всего, проиграете. Если вы будете, например, выбивать долг, вы его имеете шанс
забрать. А если вы не будете прикладывать к этому усилия, ну тогда, к сожалению, нет. Хорошо, давайте еще раз вернемся к этой жрице и к этой алхимии. Да? Давайте спросим, на кого конкретно направлена энергия? Вот так зададим вопрос. На кого конкретно направлена энергия? Темная. На женщину, особенно если женщина телец, дева или козерог, на ее деньги, на ее здоровье и на ее красоту, и на то, что ей принадлежит. Может ли это быть бизнес, да, могут ли это быть дети, да, может ли это быть земельный участок, недвижимость и так далее. Да. Хорошо. Что с человеком, о котором вы постоянно думаете, который, возможно, покинул круг вашего общения? Что с ним сейчас? Что с ним сейчас? С загаданным человеком. Настройтесь на загаданного человека, с которым у вас нет связи. Это может быть и мужчина, и женщина. Ой, с ним все плохо, 5 мечей. Он как минимум либо проиграл, либо был обманут, либо сам создал такую ситуацию, где, может быть, он сейчас наслаждается моментом, но в перспективе ему от этого лучше точно не будет. И давайте с вами 5 советов от высших сил, которые, среди которых есть точно один совет, который сможет помочь вам трансформировать вашу реальность. Совет номер 1, совет номер 2, 3, 4 и 5. Итак, настройтесь на свою ситуацию и постарайтесь применить свою интуицию максимально к своей ситуации, в соответствии с советом. Совет номер 1. Используйте весь свой ресурс, не жадничайте и давайте возможность своим деньгам двигаться. То есть тратьте деньги, но тратьте их рационально. Не надо тратить все сразу. Да? Давайте деньгам движение, но при этом не транжирьте их. Да? Вот так. Особенно на здоровье, на обучение, на красоту. Тратьте деньги для счастья и будьте счастливы. Вот такой месседж. Так, здесь Каин и Авель, и здесь дьявол. Да? У вас есть выход, и вы ищете выход, или если вы ищете выход из какой-то сложной ситуации, связанной с родственниками, родителями, братом и сестрой, родовыми программами, то его можно найти, нужно искать и нужно прилагать усилия к этому. И вы сможете прекратить или завершить связь по дьяволу, которая происходит в вашем роду, скорее всего. То, что я говорил, продолжайте бороться, и ваша победа будет вам не гарантировано, но вы получите большой шанс. То есть, чем сильнее вы боретесь, тем выше шансы на ваш успех и победу. Может быть, карты вам хотят сказать, что ваша борьба за какие-то свои интересы, свои цели, может быть, какие-то моменты свои, да, финансовые в том числе, имеет шанс на успех, большой шанс на успех. Совет следующий. 10 пентаклей говорит о том, что вы можете быть счастливы, вы можете выстраивать отношения, у вас это есть в роду, вы можете быть здоровы и богаты, но к этому нужно прилагать усилия, да? То есть не без усилий. И последняя карта «Отшельник». Вы человек мудрый, неторопливый, и если вы используете все свои ресурсы рационально и без суеты, то вы, возможно, решите самые важные для вас в жизни вопросы, и в том числе не без помощи этого розкладу. Світла вам та вашому всесвітові. Лишайтесь на зв'язку і побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.